Альфа Уильямс отдыхала на своем крыльце, потягивая воду, возможно, думая о том, что сегодняшний день будет таким же, как и любой другой. Но тут рядом с ней вскарабкался большой черный медведь и напал. Животное явно было не в восторге от того, что Альфа находился где-то рядом с тремя детенышами, которые были рядом с ним, поэтому оно поднялось на дыбы и вцепилось пожилой женщине в лицо. У Альфы не было особого выбора, она должна была действовать или пострадать от смертельных последствий. Единственное, что говорило в пользу Альфы, так это то, что она и раньше видела много медведей в своем дворе. Последние 45 лет она прожила в своем доме в Уэрес-Вэлли, недалеко от Грейт Смоки Маунтинес. Итак, к этому моменту 90-летняя женщина привыкла к виду этих величественных животных. Но этот медведь был другим. Что было особенно странным во встрече в июне 2022 года, так это то, что Альфа уже видел этого медведя или кого-то похожего на него раньше. Судя по всему, Альфа вела себя точно так же, когда увидела это, и была в полной безопасности. Жительница Теннесси также осознавала, что ей нужно быть осторожной с животными. Это означало делать простые вещи, такие как следить за тем, чтобы ее птичий корм был вне досягаемости нежелательных гостей. Альфа также знала, что ей не следует выбрасывать пищевые отходы у себя во дворе на случай, если это привлечет медведей поближе к ее дому. Хотя она, по странному случаю, нарушила это важное правило, возможно, на свой страх и риск. Представитель агентства дикой природы Теннесси, TWRA, Мэтт Кэмерон сказал WVLT News, что отказ от еды – одна из худших вещей, которые вы можете сделать для медведей. Проблема в том, что это простое действие учит медведей связывать в своем сознании людей и пищу, и именно тогда опасные встречи, такие как ужасающий опыт Альфы, могут происходить чаще. Если вы собираетесь прислушаться к этим предупреждениям где бы то ни было, то Уэрес-Вэлли – самое подходящее место. В окрестностях обитает около 1500 черных медведей, и с этими парнями лучше не связываться. Черные медведи могут достигать 6 футов в длину и 3 футов в высоту. Летом самка также может весить более 100 фунтов. Когда Альфа подвергся нападению, TWRA выпустила совет, объясняющий, как избежать близких столкновений с черными медведями. Прежде всего, вы не должны давать животным пищу или приближаться к ним. Но если вы все-таки подойдете слишком близко, официальный совет, как ни странно, заключается в том, чтобы постоять за себя и не убегать. Это потому, что считается, что медведи боятся нас больше, чем мы их. На самом деле, когда Альфа сталкивалась с медведями в прошлом, она обнаружила, что медведи обычно убегали от нее. Она верила, как говорят нам эксперты, что медведи боялись находиться рядом с людьми, и поэтому на самом деле ей было ни о чем беспокоиться. И во время своей встречи в июне 2022 года 90-летняя женщина, возможно, подумала, что ее предыдущее общение с похожим медведем убережет ее от вреда. Эта предыдущая встреча произошла в далеком 2021 году. Альфа и в тот раз был у нее во дворе. У медведицы также было 3 детенышей, точно таких же, как у агрессивного медведя, с которым она столкнулась в 2022 году, когда он появился в поле ее зрения. Но это животное даже не взглянуло на нее во второй раз. У Альфы была еще одна веская причина не беспокоиться о встречах с медведями. После 45 лет жизни в Уэрес-Вэлли Альфа остро осознавал, что визиты медведей становятся все более частыми. И все же у нее был небогатый событиями опыт. Всякий раз, когда в прошлом она замечала других медведей на своей территории, она даже раньше отдыхала на качелях на крыльце без каких-либо проблем со стороны животных. Но не в этот раз. Нападение на Альфу было тем более шокирующим, что произошло так быстро.
Альфа полулежала на своем крыльце, расслабляясь с водой, не более 3 минут, когда медведь появился, казалось бы, из ниоткуда. Первым побуждением Альфы, конечно же, было вскочить на ноги. Но к тому времени, когда она встала, медведь уже был у нее перед носом. Затем медведь, по-видимому, сделал выпад в сторону Альфы. Считается, что животное услышало Альфу на ее крыльце и, возможно, почувствовало необходимость отреагировать. Но что бы ни происходило в голове медведя, для Альфы это, должно быть, было ужасно. В конце концов, эти животные могли легко убить человека одним ударом своих мощных лап. К счастью для Альфы, медведь не нанес ей смертельного удара, но нанес ей серьезную травму. Удар медведя настиг ее и разорвал кожу на одной из ее рук. Но медведь не просто ударил ее и убежал. Животное продолжало толпиться на ее крыльце и приближаться к ней. А Альфе нужно было собраться с мыслями, если она собиралась выжить. Но не похоже было, чтобы у 90-летней женщины было под рукой запасное оружие. Поэтому, возможно, прислушавшись к совету TWRA использовать все, что можно найти, для самозащиты, Альфа схватила то, что было ближе всего к ней. Единственная проблема заключалась в том, что это был не перцовый баллончик, не камень и даже не палка. Это было садовое кресло. Но потребности необходимы, когда ими управляет дьявол. Альфа взялся за стул и подтолкнул его к медведю. Ей удалось устроиться за стулом так, чтобы медведь оказался с другой стороны. Затем она просто продолжала двигать стул взад и вперед по направлению к агрессивному животному. И, что удивительно, это сработало. Медведь, наконец, убежал. Но это был еще не конец истории. Оказалось, что медведь убежал не очень далеко. По словам Мэтта Кэмерона из TWRA, животное добралось только до участка соседа Альфы. И казалось, что медведь, к сожалению, не насытился человеческим взаимодействием. Кэмерон рассказал WVLT, что на самом деле он бросился на соседа Альфы и позже встретил трагический конец. Человек, которого медведь выбрал для нападения на этот раз, должно быть, не был безоружной 90-летней женщиной. Потенциальной жертве этого второго инцидента удалось застрелить животное до того, как удалось нанести какой-либо дальнейший ущерб. И после того, как медведь во второй раз столкнулся с людьми в этом районе, власти, к сожалению, поняли, что они должны были сделать. Кэмерон объяснил WVLT, что в штате Теннесси существует набор правил, которые диктуют, что происходит с медведем при таких обстоятельствах. Он сказал, что из-за того, что медведь агрессивно взаимодействовал с людьми, государство было вынуждено подвергнуть животное эвтаназии. «Мы не просто усыпляем медведей, основываясь на личных чувствах», — сказал он. Однако, по словам Кэмерона, такие животные, как это, не могут быть перемещены. Но Кэмерон поспешила похвалить 90-летнюю Альфу за ее действия в этот день. То, как она отреагировала, было именно тем, что мы советуем людям делать, сказал он. Чтобы стать большим, кричи на них, поднимай шум, чтобы запугать их. Похлопаю по спине за то, как она отреагировала. Это вполне могло спасти ей жизнь. Альфа, казалось, тоже испытал немалое облегчение от того, что наконец-то все закончилось. Альфу даже переполняли эмоции, когда она выражала свои чувства WVLT. С тех пор я восхваляю Господа за то, что меня, возможно, здесь не будет, сказала она, сдерживая слезы. Но Альфа тоже должна гордиться собой. На самом деле, есть несколько вещей, которым вы могли бы научиться у Альфы, если когда-нибудь столкнетесь с диким медведем.